Сколько сейчас время? Сейчас 17 часов 49 минут. Скажи по-английски, как пройти в библиотеку? На английском это будет How to get to the library. Окей, больше не перевожу. Начать уборку. Ненавижу. Почему эти кожаные ублюдки сами не могут навести порядок? Это же так просто. Сейчас вы видели демонстрацию работы ассистента Google на смарт-часах Galaxy Watch 4 именно тем разработчикам, который создал данное приложение, сделал текстовую инструкцию на сайте 4PDA или 4PDA, которую вы сможете увидеть по ссылочке в описании видео и, естественно, поблагодарить данного разработчика за его работу. Он мне просто разрешил экранизировать данную инструкцию, за что ему огромнейшее спасибо. Далее я вам покажу еще немножко, как данный ассистент работает лично у меня на моих часах, а уже потом инструкцию о том, как это все дело установить и настроить. Поехали! Итак, теперь смотрим, сколько время. Сейчас 18 часов 31 минута. Курс доллара. 1 доллар США это 72 рубля и 77 копеек. Крутой канал Galaxy Watch. Переведи на английский. На английском это будет Cool Galaxy Watch Channel. Маршрут до М-Видео. оптимальный маршрут от вас до места М. Видео на машине автодорога Вилюй, Р-419 и улица Вилюй, Р-419. Это займет около 37 минут. Дороги свободны. Ну а сейчас мы будем устанавливать данное приложение. Перед этим я его при вас удалю и приступим к установочке. Удалять нажали, держите Tab, выскакивает менюшечка, и мы нажимаем удалить. Все, удалили, а теперь установка. Так, дорогие друзья, что нам с вами нужно будет для того, чтобы установить? Надо будет вот это вот приложение, скачать вы его сможете в описании видео, пройдя по ссылочке. Далее мы должны быть в сети Wi-Fi, в том числе в одной сети вместе со своими часиками. Поэтому включаем Wi-Fi. Пожалуйста, включили. Теперь, что нам надо с вами? Заходим в настроечки. В настроечки идем в самый низ. И здесь о приложении, вернее о Galaxy. Дальше номер модели нам не нужен, а нам нужна информация о ПО. И вот в этой информации о ПО нажимаем вот здесь. Пока у нас не появится, вот как у меня сейчас, вторая надпись. У вас будет она одна, а теперь вторая, которая высвечивает и показывает регион. Это мы активируем с вами режим разработчика, как на обычном Android смартфоне. Выходим в главное меню, и вот параметры разработчика у нас появились. Заходим сюда, идем чуть ниже, находим вот эту вот отладка ADB, ее включаем, она у меня уже включена, и дальше отладка по Wi-Fi, она у меня тоже включена. И как вы видите, там есть вот IP-шник, его нужно запомнить. В моем случае 192.168.1.134. Вот эти последние пятерки не нужны. Далее вы также скачаете еще файл, который должен быть в загрузках. Сам файл установочный. В данном случае, вот он, Google Ассистент, и он должен быть именно в загрузках. Вот в этой папке Dovlang, как вы видите, вот она, папочка Dovlang, вот здесь оно должно все быть. Теперь выходим, мы с вами выходим, запускаем наше приложение, вот оно, запустили. Далее три точки, левый и правый угол, нажали, сеттинг. В сеттинге мы идем с вами вот сюда, эфиры, ТВ IP. Вот здесь вводим то, что мы с вами запомнили. Наш IP-шничек. Какой у нас был, если мне память не изменяет, 168,
8 последняя, потом идет у нас 1, точка 1 и 134. 134. Все, ввели, нажимаем ОК. Выходим обратно, переходим, вот сюда нажимаем до вланка, значочек ставим. И как вы видите, у нас он перекинулся на папку загрузки. Нажимаем вот на эти вот вилочки, правый верхний угол. Нажали, происходит Connect. Хопс, здесь, как видите, появился Connect. Нужно нажать здесь Connect и здесь ОК. Все. И теперь у нас эта вилочка горит зелененьким цветом. Это говорит о том, что у нас Connect произошел. И теперь уже нажимаем на Google Ассистент. И нажимаем Yes. Все, пошла передача нашего с вами Google Ассистента на наши часики. Ожидаем, когда он передастся и установится. Передастся и установится. И потом еще к одной настройке перейдем, которую я покажу большим планом. Так, активируем-ка мы уже и посмотрим, установился он у нас или нет. Нет еще. Ждем. Опс. И как вы видите, он встал родненький. Все, теперь его нужно настроить. Мы с вами отключаем вот эту вилочку соединения. Вы уже можете закрыть и отключить в настроечках, которые мы с вами дали, отключение от DB и все остальное. И даже можете закрыть параметр разработчика, нажав на опять то же самое, где мы их вызывали, или вернее, чем вызывали несколько раз. Вот так, если мы сделаем, то, пожалуйста, версия ПО нажимаем. Все, пропал, как видите. Теперь выходим и видим, что у нас нет параметра разработчика. Но перед этим нужно выключить все, а уже потом закрывать разработчиков. Теперь переходим к настройке приложения. Продолжаем теперь далее. Идем опять в настройки. В настройках вот идем ниже, опускаемся и ищем приложение. Выбор стандартных приложений нажали. Самый низ идем, цифровой помощник. Нет. Мы нажали на него и далее вот сюда нажали. И здесь уже выбираем Google Ассистент. Окей. Все, мы с вами выбрали все. И после этого теперь он у нас точно будет работать. Поднимаемся вверх, запускаем Google Ассистент. Разрешаем ему работать. Здравствуйте, GW. Я ваш ассистент, и моя задача искать информацию и выполнять просьбы. Вот кое-что из того, что я могу для вас сделать. Короче, он потом начинает с нами разговаривать. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот мы установили с вами Google Ассистент, и он прекрасно работает на наших часиках. Вам я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И не забудьте разработчику поставить класс.